Да, ну, кстати, почти добрался я до самого Вышного. Удалось мне по пути стрясти все-таки парочку яблок, парочку бузины нашел. Кстати, бузина дает калорий побольше, чем шиповник. Ну и нарыл еще грушку даже, которую пока не ем. Берегу. Застал меня тут дождь врасплох. Я тут спрятался под кустом, но, по-моему, он меня... Не, ну вроде защищает, но не так, конечно, как хотелось бы. В такой дождь бежать как-то не особо приятно. А то калории-то пойдут на убыль гораздо сильнее, если замерзну. Так что, наверное, сижу под кустом, жду, когда дождь закончится, а дальше Вышны, оно уже буквально вот там за холмиком, вон вроде крыша виднеется какая-то. Ну, короче, здесь оно рядом. Кстати, тут столько фруктовых деревьев рядом с Вышным. Я не могу, вообще не могу их пропускать. Это пока что мой единственный источник пищи. Вот опять и яблочко покраснело. Было бы круто на самом деле сейчас налутать фруктов. О, грушка. Пойдет. И, возможно, их сварить. Поспать-то мне тоже не мешало. Потому что тряпочка, точнее бинт у меня один. Тряпками я пока не хочу перебинтовываться. Все-таки йода у меня мало. И попытка на порез у меня одна. Вот чувствую, моих 2 палок не хватит, чтобы выспаться и свариться. И вот это вот все. Так что, наверное, те 2 грушки я по-любому буду варить. Ну и мне по-любому надо спать. Ну да, тряска деревьев закончилась ничем. В принципе, как я и ожидал, будем срезать куст. Надеюсь, порез будет только один. Ну, либо их вообще не будет. Так, пока нормально. Ну, вроде неплохо прошло. Кстати, и дрова, и палка. Это бы как-нибудь бы... Вот мы сейчас вот как бы... Ладно. Сделаем это вот так. Надо брать все. Сюда вроде влезает, а нет, не влезает. Ну, тогда как-то вот так вот мы это сделаем. Да, прям очень долго варится. Всего лишь груши варится. Уже выкипело, кстати. До хрена выкипело, 17%. А груша пока даже не думает свариться. А вот, наконец-то она сварилась. Я помню, что она горячая. Блин, я уже и перегрелся, и все на свете. Но спать все равно надо, и я думаю, спать надо у костра. Чтоб не заболеть там. Ну и... Да, вот такой вот сон получается. Храпит как паровоз. Да. Костерок мой прогорел довольно-таки быстро. А вот товарищ наш даже не выспался. Может, ночью он высыпается лучше, не знаю. Наверное, груши как были горячие. А нет, смотрите-ка. Они остыли. Можно перекусить. На этот раз более или менее полноценно. Все-таки вареные продукты, они дают побольше калорий. Жареные, конечно, вроде еще больше. Но, ну да, вот одна вареная грушка уже дала желтый голод, так скажем. Так, глядишь, и до белого добьем. Так, все, кастрюльки, правда, мало воды осталось, но ничего, тут у нас есть колоночка. Водичкой мы наполнимся, вроде ничего не забыли, все одели. Набрела гора зомби, пока мы тут отдыхали. Там бабулька, там дедулька.
Ну, короче, посмотрим, что тут имеется. Очередной какой-то тулс. Сейчас мы... Какой-то верстачок. Ну да, верстак. Зачем он, пока не ясно, но мне особо и не интересно, честно скажу. Добавим сюда водички. А горячо, 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 горячо. Сейчас опять все здоровье растеряю. Блин, так долго восстанавливался. Ну ладно. Забываю я, что тут горячие предметы просто жарят как не в себя, даже грелки. Хотя вот с грелкой на самом деле очень странно. Не должно быть такого. Был у меня опыт использования таких химгрелок. Ну, в реальности, в смысле. Не так они работают. Ну, это игровые механики. Игровые условности. Ну, еще какая-то... А, это набедренная сумочка. Ну, кстати, да, хорошая штука. Знаю такое, знаю. Вот тут пусть кастрюлька лежит. Кстати, я уже вот... Считай, 2 яблока надыбал. Блин, да что ж такое-то? Забываю. Я так помру с них. Я 2 яблока так-то подобрал. Куда у меня второе упало? Знаю, они любят падать в какие-нибудь вещи. А, все, на палке яблоко. Пусть там и остается. Тактический ремень мне не надо. Ну, как бы на село 2 яблока и сумка. Не то, что прям круто. Но и то хорошо. В прошлом нашел гораздо меньше. А задерживаться тут... О, ничего себе. Давай сюда. Да. Это побогаче будет. Да, так о чем это я? Я говорю, что задерживаться тут я не вижу вообще никакого смысла. Надо двигаться вперед. Может быть, более севернее будет лут поинтереснее, ну и может быть даже побольше. Все-таки 2 вещи на деревню, это как бы такое себе. Тут еще грибы посмотрю. И подумаю, куда идти. Так, ну подумал. Скорее всего, пойду я в Старый Собор. Это мне выйти вот сюда вот на дорогу. Она должна быть чуть повыше. Вроде как. Если я ничего не перепутал. Наверное, да. Наверное, я не перепутал. Но сейчас увидим во всяком случае. И да, вот эта дорога. Туда на Старый Собор, она наиболее прямая. Сейчас... Ух ты, господи. Сейчас я добегу в этот домик, посмотрю, что там ничего нет. И пойдем дальше. Наткнулся на очередного охотника. Бежал, блин, деревцу потрясти. Который носится как не в себя. Чуть было не напоролся. Неприятненько бы получилось. Вовремя заметил. В белой его куртяшке. О, грибочек. Ну ё-моё, что же они все гнилые-то, господи. Может еще есть? То как бы голод-то пока нормально. Терпит. Но ненадолго. Нету. Да. Ну, кстати, я уже почти дошел. Вот уже домики виднеются. Вон тут сарайчик. Рядом с военочкой. В общем, рядышком я. Ну и, кстати, на что обратил внимание, это то, что стамина у меня как была, так и осталась на прежнем уровне, хотя я загрузился довольно-таки плотненько. Там у меня 2 кастрюльки с водой, ну и всякого хлама, дай боже.
И как-то, знаете ли, маленечко попахивает дисбалансом. Потому что, ну, не должно быть такого, что перс нагружает в себя столько всего, а как бы при этом ничего не ощущает, никакой нагрузки. На мой взгляд, это неправильно. Мое любимое озерцо. Обычно я тут рыбачу, но не сегодня. Потому как даже удочку сделать не могу. Ну, точнее, удочку-то могу, а вот крючки нет. На военку, я так понимаю, что мне проход закрыт. Меня заметят еще прям-таки на подходе. Так что туда даже соваться не буду. Загляну, конечно, в ангар, если удастся. Ну а так, лутать собор. Ну что, пока я тут гуляю, я уже успел наломать еще веточек. Порезаться. Вот, кстати, порез у меня буквально только что зажил. И, как мы видим, в принципе, крови вытекло. Свинка, что ли? Да, крови вытекло не так уж и много. Так что, в принципе, вот в таких случаях, возможно, так, можем порвать. А, ну, наверное, нет. Да, можно. И пожалеть бинтик и немножко вытечь. Ну, зато 4 груши, господа. Это вам не мелочи какие-то. Мы их обязательно приготовим, батюшка. Все-таки вареные они дают намного больше пользы. Ну и тут, конечно, долутаем, наверное, этот... Казалось. Да, долутаем этот городок. Ничего толком пока не нашел. Хотелось бы еще в больничку сходить. Медицинку посмотреть. Но там уж как повезет. А вот, кстати, колонка-то в соборе не рабочая. Я даже не знаю, какие у меня есть предположения. Возможно, колонки рандомно отключаются. То есть вот сейчас она не рабочая, там завтра рабочая, послезавтра опять не рабочая и так далее. А может, она здесь просто отключена. Не знаю, насчет этого не знаю. Нигде информации по этому поводу не видел. Кстати, набором для ремонта шин я могу залатать водонепроницаемый рюкзак. Очень полезно. Не зря я его взял, все-таки помнил, что им можно что-то сделать. Ну да, вот все, больше никак. А что еще, наверное, пожарного я уже не смогу, потому что оно только вот такие вот прорезиненные вещи может. Там химзу, рюкзаки и все такое. Это еще, по-моему, с ванильного обновления 1.15. Нет, 1.14, по-моему, было введено. Вроде да. Больничка. Ну, надеюсь, на бинт. Или, может, какое-то супер лекарство от всех болезней. Ну, хоть что-нибудь. О, куртка. Ну, такое. Давай хоть тряпки от нее получим. Хоть какая-то польза. Не, ну, конечно, фруктами меня здесь одарили. Это без вопросов. Просто загрузился по самое не балуй. Ужин у меня будет знатный. Ну вот, что-то насчет лута в общем. Один набор для ремонта шин. Ну и 2 тряпки получается. И все. Вот такое вот добро. Вот кроме вот этих вот 4 домиков залутал абсолютно все.
Ну и гаражей. И еще одна свинка. Надо ж. Надо ж, какой богатый на еду городок. Можно прям здесь и остаться. О, еще одно яблочко. Да, хорош. Жалко, что нож я до сих пор не сделал. Блин, на самом деле нашел бы бинт, я бы копался в земле до тех пор, пока бы эту срань не нашел наконец. Так, а вообще я пойду куда? Я пойду вот к этому деревцу, это раз. Ничего нет, ну ладно. А во-вторых что? А во-вторых, пойду в дом и буду готовить себе вкуснейший ужин. А вот это реально долго. Разжигать самодельным набором — это какая-то жесть. И, кстати, еще я уже даже не уверен, что у меня это получится. Потому что у меня закончилась уже вся стамина. Кроме того, что я сижу в доме, который в случае чего может накрыть бомбежкой. Так я еще тут уже минуты 2 сижу, тру эту палку. И пока безрезультатно. Неужели случилось чудо? Честно, я даже без понятия, сколько я так просидел. Я, наверное, для осознания того, сколько я вообще тут тер эту палку, я поставлю... Вообще не буду вырезать вот этот вот момент, а я просто ускоренный включу повтор, так скажем. Ну и ускорю его раз в 10, наверное. Просто чтобы оценить. Я думаю, можно маленько поспать, чтобы время зря не терять. Надеюсь, не слишком далеко. Но я вот так все-таки... Да, вот так потише чуть-чуть отдалю камеру. Ну, хотя тут вроде есть беруши, но я их не люблю. Все-таки я хочу слышать нормально звук окружения. Ну вот, вроде как я и отоспался. Хотя уже вечереет. Но пережил я очередной день, что меня, несомненно, радует. Наверное. Ну и что, сейчас буду есть. У меня тут, в принципе, целых 2 кастрюлины с едой. И, наверное, буду двигаться к новому собору. Наверное, так. Ну и зайду потом на алтарь, чтобы уж посмотреть, что там к чему, если, конечно, сейф-зона алтарь. Да, кстати, на выходе из старого собора я собираюсь помыться. Там, по-моему, было озерцо. А курочки, кстати, у меня сгнили благополучно. Значит, тут есть порча продуктов. Что меня, несомненно, радует. Все-таки это хардкор. И такая механика там должна была присутствовать. Да. Нежданно-негаданно пришла у нас зимушка-зима. На проект, на сервер. Все мои припасы отправились в небытие вместе со всеми моими вещичками, кастрюльками и прочим. Вот, кстати, курицу слышу. Ножей нет. Ну, оно и понятно. Честно говоря, планировал я уже подводить итоги там кое-какие. Но в связи с таким, скажем, прямо глобальным изменением, как зима, они немного откладываются. Придется еще маленечко поизучать данный проект уже в зимних реалиях. И на самом деле это весьма интересно. Как мы помним, здесь еды довольно мало, и условия, ну, не прям супер жесткие, касаемо общих
каких-то вот таких моментов. Но касаемо еды довольно тяжело. Так, тут у нас ничего. Ну и что еще хочется сказать? Ну, во-первых, для тех, кто не играл на этом сервере, но планирует поиграть, могу сказать, что зима теперь здесь перманентная, насколько я понял. То есть на постоянной основе. До сих пор я так и не понял, спавнятся ли тут камешки. Ну да ладно. Что же, а пока моя основная задача найти теплую одежду, ну и не умереть от голода, пожалуй. Вот, собственно. Шо. Ничего. Собственно, и все. Резко пропал звук. Ну да ладно. Побежали искать. Что-нибудь, может, да и найдем. А вот что-то валяется. Уже бушлатец. Это потеплее, чем рубашка. А рубашка у нас... Вот опять начинается. И почему-то переключается, кстати говоря, вид. Как только я беру вот рубашку в руки. Ну, не только рубашку, а вообще предмет с земли. Я такое уже замечал и ранее, но как-то думал, это моя причина. Но нет, такое повторяется. Ну и сдается мне, серия маленько задержится, а может даже не маленько, потому что сталкивался с некоторыми техническими проблемами, которые вроде как удалось поправить. Но, тем не менее, некоторые видеозаписи были благополучно запороты и удалены. Так, низкая. Что там 20 рвется? Не рвется. Не надо. Ну вот, так что не серчайте уж сильно на меня. Буду исправляться. Насколько я понимаю, я нахожусь в Березино. Дальномер, ну пусть пока возьмем, потом посмотрим на момент батарейки. Хотя и сам дальномер тоже, наверное, будет не лишним. Ну и первое, что я хочу навестить, это пожарку. Вон она уже тут. Совсем недалеко. Кто-то тут рыгает, тоже недалеко. Надеюсь, меня сильно не спалят. Как-то не хочется. Да что ж такое-то? Все, промахиваюсь и промахиваюсь. Газовый баллон, он, наверное, огромный. Как это и бывает. Ну да ладно. Ой-ой-ой. Как я неаккуратно. Мадам тут оказалась. Шаловливая женщина. Я пока тут посижу. А не, кстати, баллон, по-моему, уменьшили. Это круто. Это очень круто. Дальномер. Ну, пока мне он не нужен на самом-то деле. Бинтик у меня целенький. Ну и чё, ее впустить сюда? То ведь она не отстанет. Ладно, долго ждать ее. Не хотеть. Ну, пожарочка, давай, будь более благосклонна ко мне, чем в прошлый раз. Он там уже. Товарищи. Химики. Так. Ну, курточку пока возьмем. Потом примерим. Дверку пока... Закрывайся ты. Пока закрыли, пойдем смотреть наверх. Так. Ну, приодеться вроде приоделся. Слегонца. Но вот топоров нет. Обидно на самом деле. Ну и в данном...
Да закройся ты, господи. Все-таки попал, смотри-ка. Но он улетел на крышу. Да, так вот, в данном варианте я все-таки... Нет, яблоко пока есть не буду. Пока что не буду показывать все мои поиски, вот эти вот. Потому что, ну, такой себе смотреть на них, тем более все это уже видели. Здорово, здорово. Так, надо валить отсюда, он сейчас тут нас собирает меня. Давай, давай. Давай, давай. Целую толпу друзей приведет, а он уже ведет. Хорошо. Но я не готов знакомиться. Как-то очень странно начала себя вести температура, на самом деле. Выхожу на улицу, и моментально градусник становится пустой. Захожу в дом, и он снова полный, причем белый. Пока мне это маленечко не ясно, будем разбираться. Ну, здорово. Теперь еще и голод. Голод, голод. У меня одно яблоко есть, правда. Но это яблоко чисто... Так, смотреть сначала. Да, чисто дотянуть до следующего яблока. Которое пока где брать я не знаю. А вот и деревце. Смотри-ка, а фрукты-то падают. Падают еще как падают. Ну, по логике не должны, конечно. Но это ж тогда надо полностью переписывать спавн вещей там. Еды и всего такого. Так что, ну, наверное, простительно. Не знаю уж. Блин, мужичок с рюкзаком. А мне его даже переебать нечем. Это грустно. Грустно. Он что-то валяется. Шапочка, что ли? Шапочка. Хорош. Так, так, так. Чё, мне совсем нечем ему? Ну, блин, получается нечем. Тряпочка. Грустно. Рюкзачок я бы него, конечно, забрал. Но он меня, конечно, спалит. Это понятно, но я хочу сюда зайти. Зашел. Но, по-видимому, зря. Так, чем я ему могу перемешать? Газовым баллоном? Ну... Ему, по-моему, малость не до меня, правда? Так что, может, он про меня и забудет. А то бы я ему вот этим баллоном-то, да, показал бы. На, 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 на. Я сильнее. На самом деле, я чуть не обосрался. Но газовый баллон решает. Да хрен с ним, давай обыскивать. Подумаешь. Делов-то. Маска есть, и ладно. Поврежденный. Так, в трупе ничего. Пока заберем вот так. И вот так. Все. Вопрос решен. Вот и разложился маленько. Так, ну... Женщину мы беспокоить уже не хотим просто так. Где-то она тут ходит. Ходит, бродит. А хотим мы есть и пить. Что и продолжим искать. Вон их там сколько. Хотя к школе можно сходить на самом деле. В школе, да, там есть полицайчка. Нифига там их сколько бродит. По стадиону-то шастают. Блин, у меня уже опять голод красный.
Пора новое яблоко искать. В эту грушу, что я сейчас съем. Это лежит. Джинсики. Хорошие, среднее утепление. У меня высокое. Ну, высокое. Пожарная одежда, она вся крутая. Минус только в ее весе. Но, судя по тому, что стамина у меня вообще никак не убывает, на вес тут наплевать. Мне, конечно, это маленько не нравится. Ну да ладно. Чё-то как-то не оправдались мои ожидания. Ни хрена я не нашел там. Кроме зомбаря, который притаился в комнатушке. Так, ну и надо мне двигать колонки, что ли. То скоро захочу пить. Ну и надо по-прежнему трясти деревья. Иначе недолго я так пробегаю. Понча. Понча вместо шапки лучшее. Ну, тогда, очевидно, это будет понча. Шапочку взять, не взять? Да, зачем? Лучшее утепление — это хорошо. Но все равно я пока подмерзаю. Хотя уже не так. Уже намного комфортнее себя ощущаю. А нет, вот температура опять упала в 0. Чего это зависит, непонятно. Либо надо всегда с тепловым бонусом бегать. Пора мне на самом деле кустики ломать. Хотелось бы все-таки получить тепловой бонус. Это во-первых. Во-вторых, зажарить груши. Потому что я все-таки нашел пару штук. Они будут намного калорийней. И принесут пользы-то побольше, чем вот я их съем сырыми. И все. И через 5 минут буквально опять захочу жрать. Так что надо этим озаботиться. Так, вот там еще несколько деревьев фруктовых. Если мне тут не помешают, то я дойду до них. Потрясу. Так, яблочко взять. И отправлюсь. Блин. Громко-то как. Аж испугался чуть-чуть. Так, ну да ладно. Вот здесь вот, если что, остановлюсь. Если прям тяжко будет. Мне кажется, или добавили еще атмосферных звуков? Там всякие очереди, сверчки, вот яблочко еще. Не, ну так-то прикольно, конечно, но вот иногда они накладываются друг на друга. И получается как-то перебор, что ли, маленько. Но вот что я заметил, это вот эта вот тряска, по-моему, стала не такая частая. Ну и вот это мне очень нравится. Потому что она действительно была какая-то, ну, по моему мнению, опять же, лишняя, что ли. Но вот когда иногда так потряхивает, то, в принципе, почему нет? Вполне себе. Вполне себе. А я обыскиваю еще вот это деревце. И, похоже, иду жарить. Ну шо же. Запечь запекли. Бонус получили. Можно и дальше двигаться. Зомбятина опять. Хотелось бы, конечно, заглянуть в палаточку военную. Но все же по обстоятельствам. Лишний раз пендаль получать не хочется. Как бы, а зайти-то всегда успеем. Так, вот у меня с голодом беда. Сейчас посмотрю, как у меня там по фруктам моим. О, можно есть.
Все, хорош. Так, масочку. Так, колонка. Колонка — это хорошо. Можно попить. Потом, значится... Что там так, не то? Домики обыскать. Близлежащие. Ну и потом, хрен знает, надо что-то думать. Куда-то двигать, где еда, вода и райская жизнь. Бандана. Низкое, плохое. Ну, до свидания, маска. Бандана хоть чуть-чуть греет. Ну, в крайнем случае на тряпки пущу. Что-то вижу. Масочку. Масочка — это хорошо. Так, тряпочки берем. Тряпочки я люблю. Лыжное мяско. Рожь это. Это мы на тряпочке. Тряпочки. Так, что-то мне опять холодно становится. Пора двигаться куда-то к домам. Посмотреть, что там у нас имеется. Может, что интересненькое будет. Может быть. В больничку, например, зайти надо. Не лишним будет, по крайней мере. О, очёки. Спортивные. Синеньким будет такое. Ну, не знаю даже. Я пока их возьму, но... Блин. Хотя там солнце яркое на самом деле, и вот оно очень слепит. Иногда некомфортно, поэтому, наверное, пока в них побегаю. Да, в очках как-то получше будет, я бы сказал. Покомфортней. Так, где кто? Вроде далеко, не должна заметить. Хотя они глазастые твари. О, яблочко. Ты шо его проверяешь? Бери давай. Проверяет еще тут. Не доверяет ведь, а? Так. Еще яблочко. Женщину мы, наверное, тревожить не будем. А вот кого мы потревожим, так это вот эти вот яблоньки. Потом пойдем наверх. И вот так. И в тот участок. Пока план такой. О, гвоздики. Слыхал, меняют их. Ну-ка, что это тут у нас? Ух ты, нихера себе. Это ж печь. Причем в которой, походу, можно готовить. Я, пожалуй, пока сделаю вот так вот. Пусть-ка побудет, знаете ли. Стамины, кстати, маленечко убавилось, но вообще незначительно. Так что я думаю, пока место есть, приблуду эту потаскаем. Тем более, может, она пользуется спросом у кого-нибудь, у кого база имеется. Не, ну если в ней реально можно готовить, то это очень крутая штука. Здравствуйте. Так, куда я хотел? Я хотел туда. Но походу пойду туда. Людновато там маленько. Такие, конечно, сладенькие тут места. И машинка, и больнички. Точнее, машинки. Больничка. Ну, не факт. Короче, поискать есть где. Главное сюда проникнуть. Так, набор берем. Отремонтируем ей что-нибудь непромокающее. Так, может поверху забраться?
Хотя вроде тут так и более или менее тихо. Пойдем сначала туда. Ну тут-то, конечно, наверняка ничего нету. На основной лут, как мне кажется, все-таки по машинам распихан. Ну и смотрят там меньше. Он халатик. Хотя к машинам сейчас особо-то не подойдешь. Блин, да что ж такое-то взять? Пустой, пусть пока поваляется. Потом порву. Все потом. Что-то, блин, лежит ведь. Как это забрать? Пакет кровушки. Не знаю, потом будем смотреть, что это за пакет. Может, кто-то выкинул. Так, что за пакет? Кровь. Донорская кровь. На-на-на. Чё не включает, ага. Может, это и заспаунилось, хотя такого я не припомню. Скорее всего, кто-то выкинул. Ну да и ладно. О, курточка. Чего? А разорвать? Разорвать. Что-то лежит, сухое молочко. Здесь вроде можно сделать из сухого молока. Да, она упала, вот она. Но тут 34% всего лишь. А там, по-моему, надо больше 50%, чтобы была пачка. Иначе не получится. Так что пока. Вот так. Ну и варить мне, в общем-то, не в чем. Что я тут напридумывал уже. Полицайчка. Хорошо, зайдем. Хотя дверка открыта. Видать, тут уже и без меня прошерстили. Но взглянуть стоит. Чё это такое? Кобура. Кобура, это хорошо. Тем более такая. Пойдет. Сейчас сэкономили местечко. О, тут большой садик. Как насчет протрясти его хорошенечко? На предмет еды. Он там огромный. У меня сейчас в голове просто еда. Горы еды, мешки просто. Освобождать инвентарь, выкидывать все, что есть. Сейчас буду яблоками забивать. Шлем. А надо ли он мне? Низкое это утепление. Если пустят пулю в голову, то как бы он меня не спасет. А вот тепло он не даст. Ну и здесь мне пулю в голову никто не пустит. По крайней мере, я на это надеюсь. Все-таки ПВЕ зона. Ну, погнали. Ща тряханем. Ну, короче, протрес я, конечно, не весь. Я не настолько терпеливый. Но большую половину деревьев-то я потрогал. Ну и, конечно, насобирал не целую там корзинку, но на поесть хватит. Сейчас вот тут еще парочку протрясу, а то у меня уже рефлекс. Я штук 50 деревьев сейчас протрес и уже не могу остановиться. Ну и пойду жарить. Жарить, парить. Жалко, кастрюли нет. Век буду помнить. Ну да ладно. Справимся.